В дикой природе даже хищники не могут быть совершенно спокойны за жизнь своего потомства. Кругом их преследует опасность, вот и с волчатами такое происходит. Если стая небольшая, тогда опасность для волчат существует еще большая. В большой стае за молодым поколением смотрит не одна волчица, а есть несколько волков, которые занимаются этим, то есть охраняют и обучают жизни и охоте будущих хищников. Этот случай произошел в одном охраняемом природном парке, где жизнь животных не вмешивается человек, но при этом расставлены видеокамеры, чтобы следить за жизнью хищников. В этот раз стая, которая была небольшой, ушла на охоту, время было голодное. Волчица одна осталась в логове с 3 детенышами. Недалеко от логова проходил тигр, в надежде найти себе пропитание. Но никто не попадался, и тигр, уже изрядно измученный и мало на что надеявшийся, брел рядом с логовом. Она понимала, что это реальная угроза для ее потомства. Она была готова защищать своих детей. Волки очень умные хищники. Волчица решила сделать первый шаг и, обойдя тигра сзади, бросилась на него. Завязалась битва. Силы, конечно, были неравные, и волчица получила небольшой ущерб от схватки с мощным тигром. Она стала уводить тигра от логова, убегая в сторону, прихрамывая на переднюю ногу. Тигр не решался сначала идти за ней, но все же пошел по ее следу. Он был немного ошарашен таким поведением волчицы. Сделав петлю и долго выслеживая тигра, волчица пришла к логову, где ее ждали ее волчата. На этот раз она отвела угрозу, но ей нужно быть всегда начеку, так как на одной территории обитают еще и медведи, а они еще более опасны для волчат. Но даже если бы это был медведь, то волчица отдала бы жизнь за детей, если бы угроза была прямой, а другого выхода не было бы. К вечеру пришла стая, которая, вероятно, набила свои желудки, возможно, каким-то кабанчиком, и они отрыгивали мясо для волчат, а также для самки. На этот раз в стае все в порядке, за исключением ранения волчицы в схватке с тигром. Она могла погибнуть от одного хорошего удара тигра, но волчице очень повезло. Но в любом случае навряд ли она бы поступила по-другому, так как тогда ей двигал инстинкт сохранения жизни своего потомства.